Хочется много денег, но нет опыта в бизнесе? Выход есть. Купи станок. Сейчас такой выбор производственных машин, которые можно просто в розетку включить и начать получать первые доллары. Я расскажу про самые интересные и перспективные варианты, которые подойдут абсолютно любому без огромных вложений, а самое главное – рисков. А в конце будет аппарат, который иначе как машинкой для печати денег не назовешь. Смотрите до конца, если хотите начать зарабатывать самостоятельно и набить карманы. Это очень перспективный вариант для человека с любым бюджетом. Во всем мире идет тренд на здоровое питание, фермерские и крафтовые продукты. Вы можете начать как с любительских моделей, так и купить настоящий цех, способный производить тонны различных сортов сыра. Устойчивый спрос есть как у крупных магазинов, так и в частном секторе. Распространять продукцию можно через социальные сети. Главное, не забывайте делать красивые фотографии и подчеркивать качество сырья. Это позволит поднять ценник в несколько раз. По статистике, сыры твердых сортов остаются наиболее востребованными во всем мире, поэтому лучше всего начинать производство именно с них. Этот бизнес отлично подходит для фермеров, особенно если у них есть собственное хозяйство, что значительно снижает затраты на материалы для производства. Однако, практика показывает, что и горожане успешно справляются с этим, закупая необходимые материалы оптом у фермеров. Что касается площади, то, конечно, нельзя производить сыр в гараже, но и огромное помещение тоже не потребуется. Для производства примерно 100 килограммов продукции в сутки нужно не более 40 квадратных метров, поэтому расходы на аренду не будут критическими. Ну а если вам хочется начать что-то более серьезное, то почему бы не начать делать крепеж? Купите холодновысадочный автомат. Зачем? Это по-настоящему взрослый и высокомаржинальный бизнес с широким спектром возможностей. Да, в настоящее время в крупных городах, где существуют строительные гипермаркеты, сложно конкурировать из-за привычки людей закупаться в одном месте. Однако существует множество каналов сбыта. Среди них строительные фирмы, бригады, частные заказчики, небольшие строительные магазины и другие. При настойчивости и возможности сохранить конкурентоспособные цены можно найти постоянных клиентов на ваш товар. Именно это и является ключевым для небольших производств такого востребованного продукта. Одним из основных компонентов будет станок для производства саморезов. Найти его на рынке достаточно просто. Более того, существует множество вариаций от различных производителей. Они отличаются по мощности и способности производить определенное количество продукции за час. Для начинающего предпринимателя стоит начать с доступного по цене автомата. Цены на них начинаются с 2-3 миллионов, но можно рассмотреть вторичный рынок, если вы разбираетесь в оборудовании. Однако, когда удастся найти постоянную клиентскую базу и начать получать чистую прибыль, можно рассмотреть приобретение более производительного оборудования, сделав полноценный цех. Ну и в дополнение к саморезам не стоит забывать и про гвозди, которые в большинстве стран импортируются из Китая. Тут все то же самое, что и с холодновысадочным автоматом для саморезов, только оборудование стоит даже дешевле. Мебельные фабрики с руками отрывают качественный продукт, не говоря уже про строительные объекты, где всегда можно договориться. Гвоздильный станок – практически беспроигрышный вариант, а купить его можно всего за 200 тысяч рублей, поставив его в небольшом гараже, если не хотите сразу платить аренду производственного помещения. Сельское хозяйство активно развивается во всем мире, поэтому производство комбикорма – настоящая золотая жила. Она может помочь делать деньги год за годом, ведь комбикорм ест не только скот, но можно делать и высокомаржинальное питание для шиншилл, хомяков и даже крыс, которые есть в каждой второй семье. Главное, упаковку экологичную и надписи про самый полезный корм сделайте. В сезон урожая закупаем сырье у фермеров по бросовым ценам, а к концу сезона начинаем выставлять комбикорм на продажу, снимая сливки рынка. Стоимость оборудования колеблется в районе 100 или 200 тысяч рублей, но эти вложения достаточно просто окупаются. Думаю, вы в курсе, что эпоха 3D-принтеров наступила уже давно.
Они уже используются для печати даже человеческих органов. Но поскольку эти технологии все еще совершенствуются и не распространены повсеместно, начинающий предприниматель может задуматься о чем-то более простом. Например, о производстве сладостей с помощью 3D-технологий. Аппараты для изготовления сладких деликатесов в форме потрясающих геометрических фигур можно легко найти на китайском рынке. Факт того, что это все еще необычная забава для мирового рынка, предоставляет возможность быстро найти покупателей на вашу продукцию. Особенно ей будут интересоваться кондитеры, которые стараются удивить заказчиков нестандартным декором. Ведь что может быть торжественней, чем бюст невесты на свадебном торте? Деревообрабатывающее производство практически гарантирует хорошую прибыль, учитывая востребованность деревянных материалов в строительстве, сравнимую с использованием кирпичей или блоков. На рынке существует множество компаний, занимающихся строительством деревянных объектов. Кроме того, спрос со стороны конечных потребителей на деревянные материалы для ремонта или собственного строительства также значителен. Оборудование стоит вполне себе доступных денег. Начав даже с обычной пилорамы, можно начать постепенно докупать и другие станки, делая из своего мини-бизнеса настоящий столярный цех. И, конечно же, с большой маржинальностью. Однако важно заранее продумать организацию производства, особенно с точки зрения помещения. Такой объемный материал требует значительного склада с необходимыми удобствами. Только не торопитесь. Перед приобретением следует тщательно изучить вопрос или проконсультироваться с профессионалами, если вы не являетесь экспертом в этой области. Кроме того, следует учитывать несколько разновидностей пилорам – дисковая, ленточная, рамная. Выбор будет зависеть от задач вашего производства. Маслопрессы – это специализированные машины, предназначенные для извлечения растительного масла из семян и косточек. Они используют различные типы сырья для производства масла. Подсолнечник, хлопок, соя, софлор, рапс, оливки, пальмы, кокосы, а также различные виды орехов, такие как арахис, буковый орех, кедровый орех, миндаль, кунжут и грецкий орех. Кроме того, производители масла активно перерабатывают отходы пищевых производств, такие как зародыши злаков, косточки от абрикосов, слив, персиков, тыквы, винограда и других. А затем полученное масло находит широкое применение в пищевой промышленности, а также в фармацевтике, парфюмерии и различных технических областях. Можно работать с производителями органической косметики, либо магазинами здорового питания. Бизнес очень маржинальный, а станок стоит реально недорого. Обработка пенопласта представляет собой перспективное направление для первого бизнеса, завязанного на одном единственном станке. Из пенопласта создают разнообразные декоративные элементы, продукцию для утепления труб, формы для заливки бетона, упаковочные элементы, молдинги и многое другое. Пенопласт является доступным, универсальным и пластичным материалом. Благодаря его небольшому весу, объемные фигуры и буквы из пенопласта можно легко закреплять на стенах и при необходимости быстро заменять. Однако его сложно аккуратно распилить обычной пилой или болгаркой, так как это может привести к крошению материала. Поэтому для запуска производства, особенно изготовлений 3D-деталей сложной конфигурации, необходимо приобрести специализированный станок для резки пенопласта с числовым программным управлением, или ЧПУ. А если вы хотите чего-то инновационного, и чтобы машина работала полностью за вас, то робот-бармен – отличный выбор. Вы фактически получаете автоматизированную точку, которая будет привлекать людей просто фактом своего существования. Ведь не обязательно готовить алкогольные напитки, вполне можно развлекать и детей на различных мероприятиях. Например, робот-бармен Барсис, который оснащен держателем для 5 бутылок, доступен за сумму до 100 тысяч рублей. Более продвинутый баработ, способный управлять 12 бутылками и смешивать напитки в нужных пропорциях по заказу, может стоить около 650 тысяч рублей. Этот робот способен готовить как простые, так и сложные коктейли, обеспечивая до 100 порций за одну загрузку. Пользователи могут дистанционно заказывать коктейли через такое устройство, не платя деньги за найм персонала на своем мероприятии.
А теперь простейший и достаточно бюджетный станок, который может позволить себе даже школьник – гравировальный аппарат с ЧПУ. С помощью этого аппарата можно наносить гравировку, просто загружая изображение с компьютера, а затем лазерный гравер сделает все за вас. Цены на подобные аппараты начинаются с пары сотен долларов. Все в основном зависит от рабочей площади и точности гравировки. За весьма скромные деньги мы можем начать производство сувенирной продукции, затронуть корпоративный сектор, заниматься гравировкой на клавиатурах ноутбуков, не говоря уже про украшения и сувенирную продукцию. Голтовочные барабаны представляют собой оборудование, которое используется для услуг полировки и реставрации автомобильных дисков. В барабан помещается абразивный материал, который выполняет весь процесс полировки автоматически. Выбор состава и фракции абразива зависит от конкретной задачи полировки. Стоимость китайского оборудования для этих целей начинается от 300 тысяч рублей, а средний чек на услугу около 3 или 4 тысяч за 4 диска. Этот бизнес окупается практически за полгода, даже при небольшом количестве клиентов. Разве есть те, кто не любит пельмешки? Процесс их лепки и варки довольно прост с технологической точки зрения. Существует широкий спектр аппаратов для лепки, позволяющих автоматизировать этот процесс в разных размерах, мощностях и даже производительности. Начиная от более доступных ручных механизмов для использования дома, которые стоят от 2 до 3 тысяч рублей и могут быстро приготовить пельмени на 2-3 порции, заканчивая сложными производственными линиями, способными производить сотни килограммов пельменей в час. Но даже если пельмени быстро лепятся вручную или с использованием автоматизированных устройств, они не сварятся сами. Поэтому, если речь идет об открытии небольшой точки общественного питания в стиле стритфуд, можно приобрести автоматический аппарат для варки пельменей. Получится, что сами производим и сами продаем конечному клиенту. При таких раскладах маржинальность взлетает до небес. Еще один беспроигрышный вариант – купить станок для вышивания. Они бывают разными – от бюджетных домашних решений до настоящих производственных линий, которые способны вышивать сразу на десятки вещей. Все зависит от вашей потребности и кошелька. Клиентами будут как частные модники, которые хотят красивую картинку на любимой кофте, так и корпоративный сектор. Можно делать эмблемы, логотипы и определенный мерч, что позволяет брать сразу большой вал типовых заказов, если у вас не так хорошо с фантазией для высокой моды. Сам станок будет стоить от 40 тысяч рублей, но более-менее качественные варианты начинаются от 150 тысяч, если мы говорим про бизнес, а не домашнюю вышивку. Да, последние несколько лет весь мир сотрясается от разных заболеваний. Так почему бы не организовать актуальный бизнес? Для производства бахил не требуется значительных капиталовложений и дорогостоящего ручного труда. Для организации процесса понадобится гранулированный полиэтилен и расходные материалы вроде спанбонда и резинок. Китайские машины для изготовления бахил обладают высокой производительностью и относительно доступны по цене, что делает приобретение такого оборудования для производства бахил весьма выгодным вариантом для предпринимателя. Цена таких станков зависит от их производительности и модификаций и может варьироваться от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. А вот с масками схожая история, только сам агрегат стоит практически в 2 раза дешевле. Сбывать продукцию можно как через госконтракты, так и просто в частной клинике. Те же бахилы часто требуются и в спортивных клубах, которые экономят на клининге. А теперь бизнес для людей, которые любят вкусняшки и пенное. Для изготовления сухофруктов или мясных чипсов можно подобрать оборудование под любой бюджет и потребности. Начиная от небольших комбайнов, которые дадут возможность открыть небольшое домашнее производство, и заканчивая различными комплексами, заточенными под крупные предприятия. Стоимость сушильного оборудования сильно варьируется от производительности и функционала. Если говорить не о крупном производстве, а скорее об удовлетворении спроса нескольких магазинов сухофруктов или точки по продаже мужских вкусняшек, то будет достаточно весьма скромного бюджета в районе 150 тысяч рублей. Потребность в колотых дровах среди населения по-прежнему остается высокой.
Во многих странах все еще существует множество частных жилых домов, использующих печное отопление. Но не думайте, что дрова – это только для нуждающихся. Есть растущий тренд на экологичный отдых. Базы отдыха специально устанавливают дровяные чаны для спа-процедур или делают уютные дома с камином. Параллельно с этим частный сектор активно развивается. Это обуславливает стабильные перспективы развития бизнеса по колке дров. Оператор должен выполнить несколько основных задач: распилить стволы деревьев, расколоть их на чурки с помощью специального станка, а затем упаковать поленья в сетки или другую упаковку. Для этой работы можно использовать стационарный станок с электрогидравлическим приводом, который устанавливается в гараже или в специальном цеху. Можно расклеить объявление в частном секторе или позвонить по базам отдыха, чтобы оценить спрос и проходные цены. А потом уже, имея полный анализ и информацию, вкладываться в оборудование. Ну и очень перспективная ниша, которую я обещал в самом начале, когда с помощью одного аппарата можно делать реально хорошие деньги. Существует растущий спрос на создание уникальных рисунков в дизайне интерьеров как среди частных клиентов, так и среди коммерческих организаций. Не каждый может создать качественное изображение, поэтому были разработаны вертикальные принтеры, позволяющие создавать настенные принты без необходимости иметь художественное образование. Себестоимость нанесения рисунка с помощью вертикальных принтеров обычно составляет менее 200 рублей, в то время как цена продажи рисунка может быть в 20 раз выше, что все же остается доступнее, чем цены некоторых художников. Кроме того, скорость печати измеряется не в днях или неделях, а в часах и не зависит от наличия вдохновения у художника. Печать возможна на различных материалах – штукатурке, металле, керамике, кирпиче, бетоне, ткани, коже, дереве и стекле. Эти услуги печати на стенах заказывают совершенно разные организации. Частные детские сады, клубы, заведения общественного питания, офисы, общественные пространства, а также владельцы помещений, где присутствуют детские уголки и зоны. Самые доступные китайские принтеры могут стоить от 270 до 300 тысяч рублей. Выводы делайте сами. Окупаемость тут просто молниеносная. Не обязательно быть инженером, чтобы суметь организовать полноценное производство и начать на нем зарабатывать. На этом у нас все. Желаем вам удачи в ваших начинаниях и не забывайте, что всегда и везде нужно обязательно трудиться. Спасибо вам за просмотр, до встречи в следующих видеороликах и пока!